Привет, друзья! Приготовьтесь, сейчас я расскажу вам историю, которая буквально взорвет ваше представление о случайностях и судьбе. Вы знали, что канадка по имени Эшли Уотсворт просто мечтала посетить Британию, а из-за одного незначительного решения оказалась в центре необычного события, которое кардинально поменяло ее жизнь. Представьте, как один выбор может привести к таким неожиданным последствиям. И это всего лишь начало. У меня в запасе еще несколько таких захватывающих поворотов, где эмоции плетут удивительные сюжеты. Погнали в мир, где неожиданности становятся реальностью и держат в напряжении до последнего. Эшли Уотсворт, 19-летняя девушка из небольшого канадского городка, которая любила жизнь во всех ее проявлениях. Ее друзья и близкие описывают ее как жизнерадостную, добрую и открытую для новых приключений. Эшли обожала путешествовать, исследовать неизведанные уголки мира и заводить знакомства с людьми из разных стран. Она всегда мечтала о чем-то большем и верила, что судьба подарит ей что-то особенное. Эта история началась так же, как и многие современные знакомства – в интернете. Эшли познакомилась с Джеком Сэппл, молодым британцем, на одной из социальных платформ. Между ними завязалась переписка, которая быстро переросла в дружбу, а затем в романтические отношения. Они общались несколько лет, обсуждая свои мечты, планы и делясь моментами из жизни. Для Эшли это была особенная связь. Джек казался ей близким по духу человеком, с которым она могла говорить обо всем. После долгих месяцев виртуального общения они начали строить планы на встречу в реальной жизни. Эшли решила отправиться в Британию, чтобы увидеть Джека и провести время вместе. Она мечтала о романтическом путешествии, где их отношения из виртуальных перейдут в настоящее. Эшли наконец решилась осуществить свою мечту – встретиться с Джеком в реальной жизни. В ноябре 2021 года она прилетела в Британию, полная радости и надежд. Это было ее первое большое путешествие за границу, и она воспринимала его как начало новой главы в своей жизни. Эшли верила, что впереди ее ждет не только встреча с Джеком, но и возможность увидеть мир, о котором она так долго мечтала. Сначала все казалось идеальным. Эшли делилась моментами из своей поездки в социальных сетях. Милые фотографии с прогулок, улыбки и радостные подписи. Они с Джеком гуляли по живописным улицам Британии, посещали местные достопримечательности и выглядели абсолютно счастливыми. Для ее друзей и семьи это была история любви, которая воплотилась в реальность. Но за этой красивой картинкой скрывалась другая сторона. Хотя Эшли выглядела счастливой на фотографиях, со временем ее поведение стало меняться. Она все реже выходила на связь с близкими, а посты в соцсетях выкладывать почти перестала. Никто из ее окружения не мог предположить, что за этим молчанием кроется настоящая опасность. 1 февраля 2022 года случилось то, что никто не мог предвидеть. Эшли Уотсворт была найдена мертвой. В тот вечер в полицию поступил звонок, содержавший тревожное сообщение. Когда стражи порядка прибыли на место, перед ними предстала ужасная картина. Тело Эшли находилось внутри дома. Медики, прибывшие вместе с полицией, констатировали смерть девушки. Эксперты быстро установили, что ее смерть была насильственной, что исключало любые сомнения в произошедшем. Первые часы расследования были окружены тайной. Полиция тщательно осматривала место преступления, опрашивала соседей и собирала улики. Все указывало на то, что трагедия произошла внезапно, без явных предупреждений. Но затем начали всплывать шокирующие факты, которые я не могу оставить без внимания. Как оказалось, отношения Эшли и Джека были далеки от той гармонии, которую можно было увидеть в ее соцсетях. За закрытыми дверями Джек начал проявлять агрессию и насилие. Он не только поднимал руку на Эшли, но и фактически удерживал ее в доме, ограничивая ее свободу. Один из самых страшных эпизодов произошел, когда Джек в порыве ярости разбил пивной бокал об голову Эшли. После этого он заставил ее собирать осколки с пола, унижая ее и усиливая страх. Это был далеко не единичный случай, и напряжение в их отношениях нарастало. Не выдержав постоянного насилия, Эшли приняла решение вернуться домой в Канаду.
Она поделилась этим с близкими, которые поддерживали ее стремление прекратить токсичные отношения. Однако Джек явно не собирался так просто отпускать ее. Его агрессивное поведение становилось все более непредсказуемым, что в конечном итоге и привело к трагедии. Эти детали показывают, насколько опасными могут быть скрытые проявления насилия, и напоминают, как вовремя искать помощь. Перед смертью Эшли в панике отправляла сообщения своей семье и друзьям в Канаде, умоляя о помощи. Она писала, что ее жизнь под угрозой. Однако трагическим образом эти сообщения дошли до получателей только спустя несколько часов. Но Джек Сэппл задушил Эшли, а затем нанес ей не менее 90 ударов ножом в грудь и живот. Эта жестокость просто не поддается осмыслению. Что двигало этим человеком? Как можно было так поступить с той, кто доверял ему? И самое ужасное, он продолжил свой спектакль. Джек писал сообщения с ее телефона, утверждая, что ей просто нужен был тест на COVID-19. А потом, как будто ничего не случилось, сменил фото в социальных сетях на их совместное с подписью «Навсегда моя». Этот поступок заставляет меня содрогнуться от осознания того, насколько извращенным может быть чувство собственности. Джека Сэппла арестовали и заключили под стражу в тюрьме Челмсфорда. Во время следствия он утверждал, что находился под воздействием наркотиков и был в состоянии аффекта, но экспертиза это полностью опровергла. Позже он признался, что убил Эшли, чтобы доказать, что она принадлежит ему. В сентябре 2022 года 23-летний Джек Сэппл признал себя виновным в убийстве 19-летней Эшли Уотсворт. Суд приговорил его к пожизненному заключению. Сейчас он отбывает свой срок. И знаете, эта история напоминает мне о том, как важно замечать тревожные знаки и защищать тех, кто может оказаться в опасности. Расскажу вам еще одну историю, которая не дает мне покоя. Иногда судьбоносные знакомства происходят не в интернете, а прямо в реальной жизни, во время путешествий. В отпуске люди часто расслабляются, испытывают огромное количество положительных эмоций и теряют бдительность. Мы начинаем верить, что мир безопасен, а жизнь — это приключение, которое нужно прожить по максимуму. Именно так думала 24-летняя британка Сара Гроувс. Сара была молодой, энергичной девушкой. Во время одного из своих путешествий она познакомилась с человеком, который казался ей близким по духу. Вдохновленная романтикой момента, она доверилась этому знакомству, не подозревая, куда оно ее приведет. Это путешествие стало для нее роковым. В какой-то момент вместо безопасного приключения она оказалась в центре ужасающих событий. Бросай работу, покупай билет, загорай, влюбляйся, никогда не возвращайся. Именно эти слова написала Сара Гроувс в своем микроблоге перед тем, как отправиться в свое долгожданное путешествие в Индию. Сара сначала колесила по крупным городам Индии, наслаждаясь культурой и новыми впечатлениями. Потом она отправилась в Гоа, где встретила красивого индийца по имени Сами Шода. Я могу понять, почему она влюбилась. Романтика путешествия, экзотическая обстановка и его харизма сделали свое дело. Они стали неразлучны, и когда он предложил ей поехать в Кашмир, чтобы познакомить ее со своей семьей, Сара, конечно, согласилась. Все выглядело идеально. Семья Сами радушно встретила ее. Они предложили остаться у них дома, но Сара выбрала независимость и сняла комнату в плавучем доме неподалеку. Кто бы мог подумать, что именно это решение станет роковым. И вот этот момент. 3 часа ночи. Представьте себе, мать Сами просыпается от криков, несущихся из комнаты Сары. Этот душераздирающий крик, она бросается туда и видит, что Сара лежит в луже крови, сжимая телефон. Мне становится жутко при мысли о том, что она пыталась сделать в последние секунды своей жизни. Позвать на помощь, связаться с кем-то. По словам полицейских, прибывших на место трагедии, Саре нанесли 46 ударов ножом. Следователей сразу насторожил факт исчезновения другого постояльца плавучего дома, голландца Ричарда де Вита. Его ботинки нашли на месте преступления, а сам он скрылся. Позже его задержали в 45 милях от места, где нашли тело Сары. И что меня особенно поразило, на нем даже не было обуви. Позже голландец признался в убийстве, но отказался раскрыть детали, ограничившись странной фразой «в меня будто вселился дьявол».
Однако вскоре он отказался от своих слов, заявив, что его подставили. Сложно понять, где здесь правда, а где ложь. Семья Сары уверена, что убийство могло быть связано не только с Ричардом. Они обратили внимание на множество нестыковок в показаниях родственников сами. К примеру, вызывает подозрение тот факт, что полицию вызвали лишь через час после обнаружения тела. Родители девушки боятся, что никогда не узнают правду о том, что случилось с их дочерью. На сегодняшний день уже прошло более 225 судебных заседаний, но дело остается нерешенным. В Кашмире расследования могут тянуться годами, и ситуация с Сарой осложняется отсутствием достаточных свидетельских показаний. Ее семья борется за справедливость уже более 9 лет, но, к сожалению, до сих пор не добилась обвинительного приговора. Этот случай – пример того, насколько мучительно долго может продолжаться поиск правды и как трудно добиться справедливости в чужой стране. Иногда пары вместо того, чтобы решать проблемы в отношениях, выбирают путь отвлечения. Например, отправляются в совместное путешествие. Это кажется хорошей идеей – сменить обстановку, забыть о ссорах, погрузиться в романтику. Но, честно говоря, я считаю, что это может быть ловушкой. Если партнер уже вызывает сомнения, никакая поездка не спасет ситуацию. Так и произошло в одной ужасной истории. В октябре 2022 года Великобританию потрясло убийство, которое случилось в Перу. Испанка Карла Ксиомара Селая, Годой, которая работала в Лондоне, давно мечтала побывать в этой латиноамериканской стране. Она хотела познакомиться с родственниками своего 46-летнего бойфренда Хорхе Альфреда Миная Гарая. Пара год жила вместе и работала в одной британской компании. Карла представляла это путешествие как возможность сблизиться с Хорхе и укрепить их отношения. Но знаете, меня поражает, как мы иногда закрываем глаза на тревожные знаки в партнере, надеясь, что все наладится само собой. Поездка, вместо того, чтобы стать началом нового этапа в их отношениях, превратилась в кошмар. Доверие, с которым Карла поехала с Хорхе, в итоге стоило ей жизни. Эта история показывает, насколько важно внимательно относиться к тому, что происходит в отношениях, и не игнорировать даже самые мелкие тревожные сигналы. Иногда попытка уйти от проблем вместо их решения приводит к трагедии. Оставив 8-летнюю дочь на попечение своих родителей, Карла Ксиомара Селая Годой отправилась в отпуск со своим возлюбленным Хорхе Альфреда Миная Гарая. Она была в восторге от поездки и постоянно делилась снимками с семьей. Карла рассказывала, что уже посетила знаменитый Мачу-Пикчу и обошла все ключевые достопримечательности Лимы. 22 сентября она позвонила матери с радостной новостью. Они с Хорхе ехали в такси, чтобы навестить его бабушку на севере столицы, а уже на следующий день планировали вернуться в Испанию. Но, как выяснилось позже, этой встречи с бабушкой так и не произошло. Хорхе убил Карлу, а ее тело спрятал в большой синий пакет и закопал неподалеку от дома своей родственницы. Узнать об этом стало возможно благодаря самому Хорхе. Он отправил голосовое сообщение брату Карлы, Эрику, в котором признался в содеянном и указал, где искать останки. На извлечение тела полиции потребовалось около 10 часов. Как человек, который путешествовал с тобой, делился с тобой жизнью, мог так поступить? Самое ужасное, к тому моменту Хорхе уже успел скрыться. Эта история пугает своей жестокостью. Как часто мы не замечаем опасных сигналов в людях, которым доверяем. Карла верила, что нашла партнера, с которым сможет построить будущее. А в итоге она стала жертвой человека, который не видел в ней ничего, кроме своей власти над ее жизнью. Мы разобрали 3 истории, каждая из которых вызывает ужас, печаль и множество вопросов. Мне кажется, самое страшное в этих событиях – это то, как часто мы, погруженные в эмоции или романтику, не замечаем тревожных сигналов. Эшли поверила в своего Джека, Сара доверилась Саме, а Карла пошла на компромисс с Хорхе, надеясь спасти их отношения. И все трое заплатили за это своей жизнью. Надеюсь, этот выпуск был для вас не только познавательным, но и заставил задуматься. Мы стремимся создавать контент, который вдохновляет, удивляет и заставляет взглянуть на мир по-новому. Хотите стать частью этого процесса? Присоединяйтесь к нашей команде. Если вы умеете монтировать видео, озвучивать ролики или писать захватывающие сценарии, у вас есть шанс стать частью команды, которая делает мир ярче. Мы всегда ищем творческих людей, готовых поделиться своими талантами.
Напишите нашему телеграм-боту, и, возможно, уже завтра вы станете частью команды, создающей уникальные истории, которые вдохновляют миллионы. Спасибо, что досмотрели это видео. Надеюсь, оно заставило вас задуматься. Берегите себя и своих близких. До новых встреч!